Июнь месяц очень богатый на работы в саду с плодовыми деревьями, с декоративными деревьями, кустарниками и, естественно, с ягодными кустарниками. И поэтому сегодня на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» специальный выпуск «Лунный календарь садовода» на июнь 2019 года. Сразу же после новолуния Луна перейдет из знака Близнецы в знак Рак. Ну и, естественно, в знаке Рак как раз наибольшее всего к веточкам, к побегам, к плодам поступает воды и питательных веществ. В это время нельзя заходить в сад с ножницами, потому что и много соков, если будем обрезать, будут потеряны растениям, и можно занести инфекции. Ну, поэтому не черенкуем, не обрезаем, а также не пользуемся ядохимикатами против болезней и вредителей, теми препаратами, которые могут повредить нашим листикам. 7 и 8 июня растущая луна будет в знаке Лев. Это огненный знак, поэтому нельзя пересаживать растения сада в это время, нельзя использовать минеральные удобрения, обрезать деревья и кустарники, пользоваться ядохимикатами против болезней, потому что очень болезненно это воспринимают наши растения. Но такой вот он огненный знак. Но зато в это время хорошо косить сено, если выросло в саду, заготавливать дрова, лесоматериалы, а также можно прореживать лишние завязи на плодовых деревьях. Затем Луна растущая перейдет в знак Девы. Но сразу же хочу попросить и объяснить, почему так происходит. 10 число я исключаю из различных работ и обрезку вообще исключаю в Деве. Также исключаю удобрения минеральными удобрениями. Почему? Потому что Лева не любит вот этих агроопераций. Зато здесь именно 9 числа очень хорошо высаживать декоративные растения с закрытой корневой системой. Цветочные вьющиеся растения снова же закрытой корневой системой. Черенковать. Это время как раз очень хорошее для черенкования, укоренения различных отводков. И в это время самая-самая хорошая приживаемость вот этих отводков. Затем 11 и 12 июня растущая луна будет в знаке Весы. Ну, здесь в саду как раз самое горячее время. Можно высаживать декоративные растения с закрытой корневой системой, обрезать ветки различные, побеги, обрабатывать растения биопрепаратами, настоями трав, собирать лекарственные травы, косить газоны. Очень хорошо ходить как раз с ножницами и наводить порядок. Далее Луна 13-14 перейдет в знак Скорпион. А это как раз период перед днями сожженного пути, перед полнолунием. Но, естественно, Скорпион у нас очень влажный знак, это стихия воды, поэтому снова же мы пропускаем всякие виды обрезок, потому что это очень опасно. Истекают буквально соками, а этот сок для растений это их кровь, истекают кровью в это время при обрезке наши растения садовые. Также в это время нельзя пользоваться ядохимикатами и минеральными удобрениями. Очень нежные в это время все части растений. Затем переходит Луна в период как раз сожженного пути. В это время 15-16 растущая Луна, уже полная почти Луна, будет в знаке Стрелец. В это время не советую и сама не делаю ничего в саду, связанные работы с обрезками, с формировкой, с черенкованием, тем более знак Стрелец. 17-го еще в Стрельце, 18 и 19 в Козероге, но это время полнолуния, поэтому я исключаю почти что все виды работ, кроме каких таких вот важных тоже. Прореживание как раз плодов можно, строить изгороди, ну и закладывать компостные ямы. Это очень тоже важный агроприем и важная задача для любого садовода. 20-го, 21-го Луна будет уже убывающая в знаке Водолей.
Ну, а это обрезка сухих ветвей, обработка сада против вредителей и болезней, обрезка различных порослей и установка забора. Вот эти работы приветствуются в этот период. Затем как раз 22 числа будет переходный день, когда Луна будет переходить из знака Водолея в знаки Рыбы. Так вот, в Рыбах нельзя обрабатывать ядохимикатами. Завершить нужно с утра все обрезки на деревьях, формировки. Ну, а затем просто-напросто можно, единственное, что делать в Рыбах, косить газонную траву. Ну, а остальные обрезки с остальными растениями мы приостанавливаем. Также в это время, вот 23-24, как раз убывающая Луна будет в знаке Рыбы, в это время нельзя обрезать деревья, кустарники, делить корневищные растения и обрабатывать химическими сильными препаратами. 25 и 26 убывающая Луна уже будет в знаке Овен. Ну, Овен – это хорошее как раз время для того, чтобы обрезать сухие веточки, провести прививки, заготовить дрова и сено на зиму. Но нужно помнить, что это огненный знак, он наименьшая у него сила огня, поэтому нежные побеги не обрезаем. Ну, а другие ветки, уже взрослые, можно обрезать. Затем 27 июня как раз будет переходный день. В 17 часов из Овна Луна перейдет в знак Телец. Ну, а в Тельце это можно сделать очень много дел, и все они будут благоприятными. Что мы здесь делаем? Летнюю обрезку садовых растений, заготовку сена, дров, копаем колодцы, черенкуем, высаживаем отводки, очень хорошо отводки различных лиан, растений, прививки, удобряем деревья, кустарники, заполняем компостные ямы растительными остатками. Кстати, очень хорошо в это время рыть колодцы. Ну, естественно, хорошо обрабатывать растения против вредителей и болезней. Тут уже подходят любые препараты, которые есть в арсенале садовода. И 30 числа завершается месяц в знаке Близнецы, убывающая Луна. Здесь можно при стихии воздуха обрезать веточки, побеги, проводить прививки, обрабатывать против вредителей и болезней наши растения. Раиса Горяченко познакомила вас с своим планом работ в саду в июне месяце 2019 года. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Ну, а сегодня у меня все. Прощаюсь с вами. До новых видео. Всего самого-самого доброго. Удачи вам!